Легкий эргономичный дизайн, защита по стандарту IP55, динамические драйвера с размером 20 на 11,5 мм, поддержка кодека LDAC, улучшенной системой для более глубоких и плотных низких частот, 4 микрофона с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта, направленный звук, сенсорное управление, мультипоинт до 2 устройств, поддержка фирменного приложения, 10 часов автономной работы на одном заряде наушников и до 42 часов вместе с кейсом, и, как вы уже поняли, это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore AR-Fit 2. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, вы, разумеется, узнаете сейчас в ролике. Распаковка. Поставляется эта модель в стандартной для данного производителя коробке. На ней есть название, изображение и краткие характеристики. Упаковка неплохая. В комплекте мы имеем кейс, наушники, краткое руководство пользователя и кабель для зарядки Type-C. Вес кейса 66 граммов, а вес одного наушника 10,3 грамма. Габариты кейса и габариты наушников вы видите на экране. Отмечу, что прошлая модель легче, чем AR-Fit 2. Но как себя показала новинка в плане посадки и по остальным моментам, я расскажу вам слегка позже. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок по ссылке в описании, и вы автоматически в розыгрыше. К слову, самые приятные ценники на этом сейле в феврале были 24 900 на Poco X7 Pro, который я буду разыгрывать, когда Poco X6 Pro закончится. Отзывы победителей в группе в ВК по ссылке в описании, и перейдем же к наушникам. Начнем. В продаже есть черная, белая, синяя и мятная расцветка данной модели, за что плюс. Кейс имеет прямоугольную форму, внешне он отличается от кейса младшей модели. Корпус выполнен из матового тактильно приятного пластика, а с внутренней части крышки можно обнаружить прорезиненную вставку. Качество материалов отличное, что можно сказать и про сборку. Кейс не компактный, в кармане он мешается. На корпусе кейса расположили лейбл, разъем для зарядки Type-C, кнопку для сопряжения, LED-индикатор в виде полосы и выступ для удобного открытия крышки кейса. Открыть одной рукой кейс можно, но из-за формы кейса сделать это довольно сложно. Крышка самостоятельно не захлопывается, так как пластиковый шарнир оснащен подпружиненной системой. Хлопок глуховатый и приятный, внутри кейса расположили маркировку Left и Right и 2 горизонтальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Наушники в кейсе не гуляют, магниты, удерживающие наушники, неплохие, и вытряхнуть наушники из кейса с открытой крышкой довольно сложно. Переходим к наушникам. Внешняя часть изготовлена из качественного матового пластика, а внутренняя часть имеет приятную прорезиненную поверхность. Звуководы оформлены отлично, да и сборка данной пары довольно хорошая. Используя дужки, отрегулировать наушники по размеру уха возможности нет, но на основном блоке установлена 4-ступенчатая система для более комфортной посадки, но по моим наблюдениям, все, кто примерял данную пару, использовал их только в одном положении. Посадка в моем случае надежная, с ушей они не спадают, и во время какой-либо активности необходимости их поправлять у меня не было. Далее, на корпусе расположили по 2 микрофона на каждом наушнике с технологией шумоподавления на базе AI, логотип, контакты для зарядки и сенсорное управление. Из команд на борту плей-пауза, регулировка громкости, переключение треков, ответ-сброс вызова и вызов голосового ассистента. В фирменном приложении можно персонализировать управление, на тапы откликаются наушники отлично, но сенсорное управление, как по мне, чересчур отзывчивое, так как у меня часто проскакивали ложные срабатывания. Также, к сожалению, нет возможности включить или выключить игровой режим, который поддерживают наушники. Некоторые команды сопровождаются системными звуками, и удобно, что их можно отключить в приложении. Летим дальше. Оснащены наушники динамическими драйверами с размером 20 на 11,5 мм. По кодекам на борту AAC, SBC и LDAC из полезного модель поддерживает мультипоинт до 2 устройств, которые не работают с кодеком LDAC, функцию автоматического выключения, которую можно настроить в приложении, плюс есть звуковые эффекты с функцией объемного 3D-звука. К слову, отмечу, что эта функция сильно отличается в лучшую сторону от 3D-звука в модели Anker Soundcore C40i. Также есть стандартно 22 предустановленных эквалайзера и даже 8-полосный кастомный эквалайзер. На персонализацию звучания данная пара откликается очень хорошо. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается по одному, наушники работают, переподключение между ними, разумеется, бесшовное. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки кейса с ранее подключенным устройством. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 30 минут. Круто, что кейс оснащен беспроводной зарядкой. Наушники же заряжаются, по моим тестам, около 1 часа. Заявлено 10 часов автономной работы на одном заряде наушников и до 42 часов вместе с кейсом. По моим тестам на 60-70% громкости по кодеку LDAC данная пара прослужила 5 часов 25 минут. Быстрая зарядка на
борту и 10 минут подзарядки дают 1 час прослушивания музыки в тех же условиях. Водонепроницаемость только у наушников класса IP55, я искупал их в воде, мой экземпляр остался живой, вам же я не советую намеренно топить наушники. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение Soundcore. На главной странице с подключенными наушниками мы видим заряд кейса наушников в процентах и по отдельности. Далее, кроме перечисленного, есть регулировка баланса громкости между наушниками, установка виджета наушников, поиск устройства и обновление прошивки. Мне, к слову, обновления уже прилетали. Плюс само приложение поддерживает удобную функцию белого шума с гибкой настройкой и звуки на базе ИИ. Летим дальше. Bluetooth-чип установлен в версии 5.4, связь с устройством они держат хорошо через одну стену. Не отваливались, как и через 2 стены, задержка на YouTube незаметна, в целом как и в играх. Но это не игровые наушники. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают приемлемо, перегруз и искажение голоса, разумеется, в наличии, но не сказал бы, что все печально. Примеры вы сейчас услышите. Всем привет от Игоря. Сейчас вы слышите, как отрабатывают микрофоны наушников под названием Anker Soundcore Air Fit второго поколения. Лично по моим наблюдениям, а также по отзывам собеседников, микрофоны справляются со своей задачей очень даже неплохо. Звучание. Запас громкости хороший. Кодек DAC не просто для красоты, качество звука действительно более детальное и сбалансированное по сравнению со звуком, используя остальные кодеки. Середина имеет хорошую проработку, высокие, выразительные и приятные, низкие частоты, как для наушников открытого типа, просто шикарные. Вокал как мужской, так и женский отыгрывает данная пара хорошо. Инструментал дается без особого труда. Да и в целом лично мне нравится то, как поработали над звуком. Но и в прошлой модели звучание не намного хуже. Даже при том, что у них нет поддержки кодека высокой четкости. В любом случае, если есть возможность, то советую для начала их послушать. Из минусов: нет сенсоров приближения, есть некоторые проблемы в работе сенсорного управления. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Если что-то интересно, чтобы я пообозревал, напишите в комментариях название устройства, либо в телегу взаимопомощи, либо в мою личную телегу. Но перед этим обязательно проверьте на канале, потому что у нас много всего. Резюмирую. Anker Soundcore Air Fit 2 — хорошее обновление прошлой модели, так как новинка поддерживает кодек DAC. Но покупать ее я советую только если цена будет очень близкой к цене прошлой модели. К слову, сейчас на некоторых маркетплейсах можно найти их по приятной цене. Девайсу от меня однозначно да. Спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.